Самый простой и мой любимый рецепт блинчиков с мясной начинкой. Очень вкусные, сколько ни приготовь, всегда мало. Тонкие блины для начинки я всегда готовлю по одному и тому же рецепту. Мне он нравится больше всего. Для теста добавляем к яйцам пол чайной ложки соли и 1 чайную ложку сахара. Немного взбиваем и убираем пока в сторону. Дальше в отдельную миску высыпаем 170 грамм муки. И по чуть-чуть вливаем в нее воду 250 мл комнатной температуры. Хорошенько перемешиваем. Готово. Теперь сюда добавляем яйца и 10 мл растительного масла без запаха. Перемешиваем. И последним добавляем 250 мл молока. Еще раз перемешиваем, и тесто готово. По консистенции оно получается довольно жидкое, как йогурт. Все, дальше печем блины, как обычно. На хорошо разогретую сковороду, смазанную растительным маслом, выливаем немного теста, распределяем его по сковороде. Печем блины до румяности с обеих сторон на среднем огне. Блины готовы. У меня получилось 15 штук. Готовим начинку. Для начинки в первую очередь нужно отварить мясо. Я обычно это делаю заранее. Опускаем 300 грамм мяса в кипящую воду, у меня это свинина. Чуть позже расскажу, почему для начинки я именно отвариваю мясо. Убавляем огонь и так варим под крышкой до готовности. Не забываем в процессе снимать пенку и через минут 15 добавить соль. Готовому мясу даем остыть хотя бы до теплого состояния, не вынимая его из бульона. Еще для начинки понадобится лук. 2-3 штуки. Нарезаем его на кубики и обжариваем на смеси растительного и сливочного масла. Пока лук обжаривается, пропускаем отварное мясо через мясорубку. Так, лук подрумянился, добавляем к нему мясо. Еще добавляем перец и соль по вкусу. Перемешиваем, и на этом начинка готова. Если вдруг, на ваш взгляд, начинка получилась суховата, то добавьте в нее немного мясного бульона. И хочу уточнить, почему именно отварное мясо используют для начинки, ведь можно взять любой мясной фарш и приготовить его на сковороде, так же как лук. Так вот, начинка с отварным мясом получится более нежная, сочная по сравнению с обжаренным фаршем. Осталось завернуть начинку в блины. Все делают это по-разному, я поделюсь, как любят в моей семье. Выкладываем 1 или 1,5 столовые ложки начинки на одну половину блинчика. Равномерно разравниваем, не доходя до краев, и скручиваем. Начинки не кладите очень много, как говорит моя мама, у нас должны получиться блинчики с мясом, а не мясо с блинами. Разрезаем пополам и дальше также начиняем все оставшиеся блины. Готовые блины с мясом выкладываем на блюдо или в какую-то емкость и подаем. Тонкие нежные блинчики с сочной мясной начинкой, ну что тут скажешь, это очень вкусно. Рекомендую так приготовить, уверена, и вам, и вашим близким понравится. А у меня на сегодня все. Благодарю всех вас за лайки и комментарии. До новых вкусных рецептов!